Девочка принесла домой 2 замерзших щенков. А на следующее утро ее дом был окружен полицией. Небольшой дом на окраине угрюмого, окутанного туманом городка Скайфорд выдерживал натиск свирепого ветра. Ночные шквалы так яростно били в стекла, что казалось, вот-вот они треснут. Снег, наметенный за минуты, вырос у крыльца плотной белой преградой. Именно в самую гущу этого снежного бурана маленькая Мила услышала звук, который запомнит навсегда: 2 едва уловимых писка, такие тихие, что их почти целиком уносило вихрем. Девочка подскочила к двери, приоткрыла ее ровно настолько, чтобы выглянуть, и увиденное заставило ее сердце на миг застыть. На ступеньках, прижавшись друг к другу, сидели 2 крошечных хаски, дрожащие так, что их тельца будто пульсировали в такт непогоде, шерстка была покрыта ледяной коркой, лапки закоченели, а движения почти замерли. Мила резко вдохнула, пытаясь перекричать ветер: «Мама! Папа!» Но ураган мгновенно поглотил ее крик. Она не медлила ни мгновения, выскочила на крыльцо, подхватила обоих замерзших малышей, прижала к себе и втащила внутрь, захлопнув дверь ногой. Щенки были промокшими насквозь, ледяными и смертельно перепуганными. Мила закутала их в несколько пледов, уселась рядом на пол и принялась согревать их мордочки своим дыханием, точно так, как видела, как ее мама делает с младшей сестрой в морозные ночи. «Тише, теперь все хорошо, вы в безопасности, я обещаю», — прошептала она дрожащим голосом, и щенки ответили тихим поскуливанием, словно понимая ее. Девочка еще не знала, что ее ночное милосердие приведет к тому, что на рассвете к дому подъедут полицейские машины. Всю ночь Мила не смыкала глаз, не отходя от малышей ни на шаг. Она поила их теплым молоком с ложечки, сушила шерстку феном, рассказывала им сказки, лишь бы они не уснули от переохлаждения. Около 4 утра один из малышей осторожно ткнулся носом в ее щеку, а второй забрался на колени. Они больше не дрожали и смотрели на нее с полным доверием. Когда к утру буря утихла, беда пришла в ином облике. Синие и красные огни мигалок прорезали оконные занавески. Мила протерла глаза и, выглянув, замерла. 3 патрульные машины стояли у дома, со двора доносились голоса: всем оставаться в помещении. Никому не открывать. Сердце девочки замерло. Она схватила щенков и укрыла их за своей спиной, забравшись вместе с ними в сооруженное накануне укрытие из одеял, будто защищала самое дорогое сокровище. Родители вбежали в гостиную в смятении, пытаясь понять, что происходит. Прежде чем Мила успела что-то сказать, в дверь раздался громкий стук: «Откройте! Полиция! Срочно!» Отец распахнул дверь, и в дом вошли несколько офицеров. Один держал в руках фотографию, другой внимательно оглядывал комнату, словно искал опасного преступника. Мила сжалась в комочек, боясь, что щенков сейчас отнимут. Тогда один из полицейских глубоко вздохнул, смягчив выражение лица, произнес: «Мила, ты не сделала ничего дурного. На самом деле, ты поступила очень правильно и храбро». Он перевернул фотографию. На ней были изображены те самые 2 щенка хаски, которых девочка спасла ночью. Эти малыши пропали вчера вечером после происшествия на северной трассе у ледяного перевала Келдвинд, начал объяснять офицер. Водитель вез их из приюта в специализированный центр. Он свернул с дороги, чтобы избежать столкновения с оленем. Фургон перевернулся, он оказался заблокирован внутри почти на всю ночь, и когда прибыли спасатели, щенков нигде не было. «Мы искали их все это время. Я просто не хотела, чтобы они замерзли», — прошептала Мила. «И благодаря тебе они выжили», — сказал офицер, но затем его лицо стало серьезным. И есть еще один момент. Эти щенки непростые. Их везли в программу подготовки собак-терапевтов. Они должны были стать помощниками для детей, переживших тяжелые травмы, для тех, кто не может спать по ночам от страха. Мила медленно посмотрела на маленькие лапки в их внимательных глазах и не могла поверить, что эти крохи предназначены для того, чтобы лечить чужие душевные раны. Мама девочки положила руку ей на плечо.
ты спасла чью-то будущую опору, родная. Офицер добавил тише: нам нужно отвезти их к ветеринару, проверить, нет ли обморожений. Но после этого он слегка улыбнулся. Они, скорее всего, захотят увидеть тебя снова, правда? Еле слышно спросила Мила. Ты дала им шанс. Собаки-терапевты не забывают доброту. Щенки смотрели на нее, будто она была их единственным лучом света в ту ночь. Мила поцеловала обоих в теплые лбы. Будьте сильными. Вас ждет важная миссия. В следующей неделе девочка засыпала, обнимая одеяло, на котором они лежали, молила за них каждую ночь и каждое утро с надеждой проверяла почтовый ящик. И, наконец, однажды днем к их дому подъехал знакомый автомобиль. Из него вышел тот самый офицер, но уже в обычной одежде, и оба щенка, теперь окрепшие, здоровые, с радостно виляющими хвостиками. Увидев Милу, они сорвались с места, сбили ее с ног и принялись покрывать поцелуями, пока она смеялась и плакала одновременно. «Мисс Мила», — с гордостью произнес офицер, — «программа подготовки хочет попросить вас помочь в их дальнейшем обучении. Они вам доверяют. И щенки тоже». «Но я всего лишь ребенок», — растерянно сказала она. «Ты ребенок, который не стал ждать, пока взрослые примут решение», — ответил он. Ребенок, который увидел жизнь в опасности и поступил правильно. Такой человек и есть герой. А героям всегда найдется место рядом с собаками-терапевтами. Мила расправила плечи. Впервые она почувствовала, что способна менять мир, пусть даже мир всего двух маленьких щенков. И с того дня Мила перестала быть просто девочкой, которая их спасла. Она стала частью их пути, живым доказательством того, что один единственный добрый поступок посреди ледяного ада способен согреть сотни сердец. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. До новых встреч!